Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков, и в этом видео я вам предлагаю рассмотреть вечные светильники прошлых цивилизаций. Дело в том, что рассматривая технологии погибшей цивилизации, которая погибла в 17 веке, мы увидели множество остатков этих технологий, которые фиксируются еще в конце 19-го, начале 20 века. И самое интересное из них — это технология освещения, это так называемые молочные шары, про которых еще писал Ломоносов. Он писал, что эти шары светятся от движения эфира по металлическим частям, на которые они подвешены. Устройство их было вполне примитивное, обычный стеклянный шар с наполнителем. В простонародье их называли молочные шары. То есть это то, что перед вами как раз на картинках отмечено, когда мы видим, что идет какое-то молочное свечение от действительно этих шаров, которые наполнены чем-то, и этот наполнитель позволяет им светиться, при том, что цепи позволяют из-под купола спускаться этим атмосферному электричеству и давать возможность этим устройствам светиться. То есть устройство примитивное, работало оно в первую очередь в храмах. Перед вами фотография мечети, но есть такие фотографии во множестве, когда действительно показаны эти светящиеся молочные шары в мечетях и в христианских храмах. То есть это обычное устройство, но оно позволяло освещать помещения. Эти устройства фиксируются как и в мечетях, и в христианских храмах. И еще есть фотографии 19-20 веков, когда они все еще функционируют. То есть остатки технологий прошлых цивилизаций, но работают. Есть такие же фотографии без наполнителя, когда эти устройства не светятся, и теперь понятно, почему они именно закреплены под потолком, для того, чтобы как раз то электричество, которое скапливается под куполом, под потолком, опускалось по этим цепям, как по проводникам, и позволяло светиться этим шарам. Но самое интересное, на какую же глубину уходит эта технология? Может, это было что-то новое там изобретено, потому что сразу видно, что это именно технология освещения. Нет никакой копоти, нет никакого горения, просто есть пустые шары, есть шары, которые наполнены, они светятся. Поэтому нас уже не удивляет, когда мы видим освещение церквей в начале 19 века, когда еще никаких-то ламп толком не было, а иллюминация просто фантастическая. И в первую очередь освещены церкви и территория рядом с ними. Но то же самое можно сказать и о крепостях-звездах, которые прекрасно светятся и в 18 веке. Поэтому я вам предлагаю сейчас собрать всю эту информацию, на какую глубину мы сможем пройти, чтобы увидеть эти технологии именно бестопливного освещения храмов, различных сооружений, гробниц. То когда я сам занимался рассмотрением этих вечных светильников, то я нашел карту 1730 года Генри Овертона. На этой карте показано 44 серебряных лампы различных размеров, конфигураций. Суть в чем? А суть в том, что они светят непрерывно день и ночь. И они были найдены в каком-то священном месте, под землей фактически, я так понимаю. И описание говорит, что короли и императоры видели это. Но не просто там были собраны все короли и императоры, а именно эти лампы светят на протяжении правления вот этих 44 тоже королей и императоров. Вот же в чем суть. То есть суть в том, что они очень долго светят, и многие императоры приходят, смотрят, а действительно эти устройства освещения работают без топлива и светят и день, и ночь. То есть это то, что я нашел, когда занимался этим вопросом. Все ссылки на материалы, как всегда, в описании, но подобных фактов множество, потому что несколько подобных светильников, например, были найдены на территории Англии. Так, в средневековых хрониках Англии говорится, что близ Бристоля, внутри древней гробницы, были обнаружены именно негасимая лампа. Она горела с 3 века нашей эры. Но суть же в другом. Суть в том, что об этом сообщается как об обычном устройстве, которое известно всем, просто очень долго работает. Также среди известных лиц, которые были прямыми или косвенными свидетелями работы этих ламп, были такие, как Климент Александрийский, Парацельс, Плиний, Солис, Альберт Магнус и многие другие. Интересно, что при вскрытии склепа основателя ордена Розенкрейцера через 120 лет после его смерти он освещался лампой, висевшей под потолком. Соответственно, вечная лампа, вечное освещение. В своей книге в 1652 году выпущенной, который выпустил Кирхер, он говорит о настоящей осветительной лампе, найденной в подземельях Мемфиса. Но это очень интересное место.
Потому что рядом с этим местом когда-то стоял известный Александрийский маяк, то есть одно из чудес света древности. Так суть в том, что описание этого маяка, который был высотой 140 метров, а на минуточку это 50-этажный небоскреб. То есть то сооружение, которое было построено в 279 году до нашей эры, имеет высоту 50-этажного небоскреба. Вздумайтесь, а ведь это должны были строить дикие люди. Поэтому нечего удивляться, что там идет описание 9 миниатюрных вечных светильников, которые также имели усилители яркости свечения и другие удивительные устройства, что позволяло видеть этот маяк на сотню километров фактически. Имеется предположение, что после разрушения маяка от землетрясения или какой-то катастрофы прошлого, скажем так, светильники были спрятаны в подземных хранилищах недалеко от Мемфиса. Опять мы видим Мемфис тут. Так что, когда мы тоже видим другие свидетельства, например, такое, как исследователь Ямвлих оставил запись об удивительном отчете, найденном в одном из самых древних египетских папирусов, хранившийся в одной из мечетей Каира. Это является рассказ неизвестного автора, примерно 100-й год до нашей эры, о группе людей, получивших разрешение спуститься в подземное помещение в исследовательских целях. Вот что они пишут. Они увидели вот такие вот изображения, то есть различных ламп светящихся, не только изображения, но они увидели сами лампы. Когда мы вошли, освещение зажглось само. Свет исходил от тонкой трубки, высотой с человеческую кисть, примерно 6 дюймов, стоявшую вертикально в углу. Когда мы приблизились к трубке, она засветилась ярче. Когда я прикоснулся к ней, свечение прекратилось. Что бы мы ни делали, они так больше и не зажглись. В одних помещениях трубки давали свет, в других нет. Мы разбили одну трубку, из нее закапали бусинки серебристой жидкости, которые быстро перекатывались по полу, пока не исчезли в трещинах. Очень похоже на ртуть. Почему их, может, и серебряными лампами называют? Потому что это ртуть светилась. Или какое-то ее, скажем так, совместное устройство с чем-то, смешанная ртуть. Через некоторое время осветительные трубки стали гаснуть, и жрецы собрали их и сложили в специально построенных для этого подземное хранилище в юго-восточной части плато. Они были убеждены, что осветительные трубки создал их любимый Имхотеп, который однажды вернется и снова зажжет в них свет. То есть изображения на гробницах, подтверждения есть множество, поэтому античные авторы сообщали, что многочисленные помещения египетских подземных храмов и лабиринтов освещались равномерным светом невидимых источников. Предания сообщают, что подземные работы в районе этих пирамид Хеопса, а также роспись стен усыпальниц велись с применением негасимых светильников. На подземных работах использовались также устройства со светящимися гибкими шнурами длиной несколько десятков метров. Именно поэтому в подземельях пирамид и усыпальниц фараонов нет следов копоти. То есть подобные свидетельства, подобные лампы присутствуют. Говорится о том, что они фактически видимых источников энергии не имеют, но светят. В своих трудах святой Августин, это 364-450 года нашей эры, описал такую же лампу, которая находилась в храме Изиды, это Египет, который не могли потушить ни вода, ни ветер. То есть все это присутствует. Также Плутарх, который умер в 127 году нашей эры, писал о лампе, которая горела при входе в храм Юпитера Амона на протяжении нескольких веков. То есть, опять же, негасимы эти светильники. Но, скорее всего, имеется все-таки в виду храм Юпитера, то, что в Баальбеке Ливан, потому что все-таки по миру этих храмов было множество. Но, скорее всего, именно этот, который в храме, где лежит основание массивные плиты, от которых отходят 20-метровые колонны из мрамора. Сооружение, по историческим данным, простояло в городе Баальбек сотни лет, а при императоре Феодосии было частично разрушено. То есть тоже центр цивилизации, высокие технологии, так что почему там не могло быть тех же негасимых ламп, которые работали от атмосферного электричества. О таком же ярком источнике света, который горел в голове статуи Геры в городе Гераполисе, Сирия сегодняшняя, писал греческий сатир Лукиан. А ведь это 120-180 года нашей эры. То есть эти светильники все применяются, и они их античные авторы прекрасно знают. О негасимой лампе, которая горит уже 500 лет, упоминается многими путешественниками, которые описывают достопримечательности Антиохии во времена правления Юстиниана.
Лампа стояла в одной из ниш над городскими воротами, но Антиохия, я так понимаю, это современная Турция. Павсаний II век до нашей эры, он же, я так понимаю, описал особый предел в храме Юпитера на Капитолии, где было изображение Афины Паллады, принесенной по преданию Энеем из Трои в Италию. Это изображение богини освещалось лампой, которая горела непрерывно в течение года. Это подтверждалось жрецами храма, которые ежегодно в пятиднев, это 19-23 марта, как раз дни весеннего равноденствия, снимали ее с золотой цепи и удаляли пыль. Лампа считалась священной и не нуждалась ни в каком пополнении маслом с древних времен. То есть негасимый светильник. Он же утверждал, что есть золотая лампа в храме Минервы в Риме, которая неугасимо горела тоже на протяжении века, этот же источник. Любопытно, что у второго императора Рима был вечный светильник в виде непрозрачного шара, чудесно появившегося волей богов под куполом его храма. А опять же, это 715-673 года до нашей эры, если верить официальной истории. Но близ Рима в 1401 году был обнаружен так называемый фонарь Палланта, который горел в гробнице сына его на протяжении, как бы это было невероятно, более 2000 лет. Это не по записям поняли. То есть, вот вам и вечный светильник. Горит без источника какой-то энергии 2000 лет и более. В 1550 году на острове Нисида, в Неаполитанском заливе, при вскрытии хорошо сохранившейся мраморной гробницы, обнаружили ярко горевшую лампу, зажженную еще до начала нашей эры. Ну, тоже получается, примерно 2000 лет она горела на момент ее вскрытия. На знаменитой Аппиевой дороге во времена папства Павла III была вскрыта гробница с погребенной дочерью Цицерона. В этой гробнице также среди множества погасших сияла очередная вечная лампа. Опять же, согласно записям, она, получается, горела на протяжении 1600 лет. Без каких-то источников света. Такая же лампа исправно работала в Эдессе во времена правления Юстиниана Византийского, 6 век нашей эры. Надпись на этой лампе указывала, что она горит уже 500 лет. Но это не только какой-то регион Ближнего Востока, не только, как я показывал, как бы храмы христианские, мусульманские мечети, но в 20-х годах прошлого века известный путешественник Фоссет побывал в непроходимых джунглях Амазонки. И он писал, что в городе, который располагался посреди озера, на вершине колонны, высотой более 20 футов, сияла большая луна, разгоняя мрак над всем озером. На плато Мату-Гросу у истока реки Парагвай имелись светильники в виде ярко сиявших шаров. В древних храмах, удаленных мест бассейна Амазонки, светильники из кристаллов сияли подобно солнцу. То есть это не просто какой-то регион Ближнего Востока, фактически таких технологий применялось по всему миру. И они как раз и могли быть остатками технологий той погибшей цивилизации. Они же были найдены и на островах Тихого океана. Томас рассказывает, например, исследователь, что когда они находились в джунглях близ горы Вильгельма в Новой Гвинее, то нашли в деревне, которая полностью изолирована от современной цивилизации. Именно это, скорее всего, помогло сохранить эти источники света. Эта деревня имеет систему искусственного освещения, ничем не уступающей современным городским. Эти искусственные фонари представляют собой большие шары, установленные на столбах. Когда солнце садилось, эти светильники начинали сиять светом, похожим на неоновые лампы. Повторяю, эти как раз поселения были оторваны от цивилизации, именно, скорее всего, они сохранили остатки технологий прошлых цивилизаций. Предлагаю сделать выводы. По всему миру существует множество свидетельств про существование вечных ламп, осветительных приборов, которые использовались преимущественно в храмах и гробницах. При этом в древних хрониках об этих устройствах говорится как об известной для многих технологии, которые используются с древних времен. Причем все эти вечные лампы не требуют видимых источников энергии, горят сотни лет и при этом практически не требуют обслуживания. Предположительно, эти осветительные приборы работали от энергии Земли и атмосферного электричества. Именно поэтому они чаще всего встречаются в храмах и подземных гробницах. Именно это им позволяло гореть сотни лет без любых материальных источников энергии.
Из всех известных вечных светильников дольше всех горел светильник, обнаруженный близ Рима в 1401 году, так называемый фонарь Палланта, который горел в гробнице сына на протяжении 2000 лет. Технологии использования бестопливных светильников обнаружены как на островах в Тихом океане, так и в джунглях Амазонки, что вполне может быть остатками технологий цивилизации, погибшей в недавнем прошлом. Остатки подобных технологий еще встречаются на фотографиях конца 19-го, начала 20 веков, что еще раз подтверждает, что подобные технологии вечных светильников были окончательно запрещены и повсеместно уничтожены только в 20 веке. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.